Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем ролике я расскажу о 10 отличных индийских фильмов. Устраивайтесь поудобнее и погнали! Меня зовут Кхан. Резван Кхан, мусульманин из Индии, переезжает в Сан-Франциско и живет со своим братом и невестой. Резван, страдающий от синдрома Аспергера, влюбляется в Мандиру. Несмотря на протесты его семьи, они женятся и начинают вместе небольшой бизнес. Они живут счастливо до 11 сентября 2001 года, когда отношение к мусульманам резко меняется. Когда происходит трагедия, Мандира оказывается раздавленной, и их отношения дают трещину. Резван растерян и очень расстроен тем, что любовь всей его жизни покинула его. Чтобы вернуть ее, он предпринимает трогательное и вдохновляющее путешествие через всю Америку. Это фильм о людях, об их взаимоотношениях и обо всем добром и хорошем, что есть в этом мире, невзирая на обратную сторону медали. Это напоминание о том, что не ненависть делает нас сильными, а любовь, что именно любовь открывает сердца людей и творит добро. Интересный факт. Когда главный герой фильма Шахрук Хан прилетел в Соединенные Штаты, чтобы принять участие в рекламной кампании фильма, он застрял на таможне. Все решили, что это ловкий рекламный трюк, пока не выяснилось, что это не так. Ситуация была похожа на момент из этого же фильма. Три идиота. Двое друзей отправляются на поиски пропавшего приятеля. В этом путешествии им предстоит постоянно ввязываться в уже давно забытые споры, расстроить чужую свадьбу и побывать на похоронах. Их дорога проходит через опасные места. И тут начинается еще одно не совсем обычное путешествие друзей дорогами их памяти. Они вспоминают своего приятеля, неудержимого и свободомыслящего Ранчо, который каким-то удивительным образом ворвался в их жизнь и все в ней изменил. Они вспоминают те времена, когда все они жили в студенческом общежитии, вспоминают о том, как зарождалась любовь Ранчо к бойкой девушке Пия, и о конфликте Ранчо с его наставником, настоящим тираном Виру Сахастрабудхе. И вот однажды Ранчо вдруг исчезает. Кем он был на самом деле? Откуда он родом? Почему исчез? Неважно, насколько нерешима проблема, просто скажи ему: не волнуйся, дружище, все хорошо, все хорошо. И это поможет решить проблему? Нет, но все равно все будет хорошо. Звездочки на земле. Маленький мальчик 8 лет, Иша Навасти, с рождения немного отличается от других детей. Ему дается с трудом то, что у других получается очень легко. Мир не понимает этого ребенка, как его собственные родители. Когда Ишан в 3-й раз проваливает экзамены в школе, его отец в наказание отправляет мальчика в школу-интернат. Одиночество губит ребенка. Он осуждает себя за расставание с родителями, но и их не может простить. Однажды в жизни Ишана появляется временный учитель рисования Рам Никум, единственный, кто понимает этого ребенка. Рам ставит перед собой цель изменить жизнь мальчика и отношение к нему. Пикей. Пикей – это инопланетянин, который высаживается на Земле в городе, расположенном в пустыне Раджастан, для изучения человеческой природы и жизни на Земле. Но планета встретила его довольно грубо. У него украли пульт дистанционного управления, с помощью которого он держал связь с космическим кораблем. Теперь он должен найти пульт, а до тех пор ему придется выживать на Земле по-своему. Пикей задает вопросы, которые никто не задавал раньше. Его детское любопытство приводит к катастрофическим последствиям. Люди, сформировавшиеся на протяжении многих поколений, вынуждены переоценивать свой мир, глядя на него невинными глазами Пикея. Зита и Гита. Это индийский фильм Рамеша Сипи, вышедший в прокат в 1972 году и занявший в Индии первое место в списке самых кассовых фильмов этого года. Фильм вышел в кинопрокат в СССР в 1976 году и имел большую популярность. Его посмотрели 55 миллионов человек. Сюжет крутится вокруг истории о двух сестрах-близнецах, разлученных в раннем детстве. Гита, похищенная цыганами, стала бродячей танцовщицей, а Зита воспитана богатым дядюшкой. Но потом, пройдя через массу забавных приключений и недоразумений, они встретились, чтобы к финалу каждая обрела долгожданное счастье и любовь. Танцор диско. Этот индийский фильм взбудоражит ваше сердце независимо от возраста, пола и предпочтений. По всему миру в 1984 году после выхода фильма «Танцор диско» на экраны возник невероятный ажиотаж, когда молодежь и сентиментальные старики души не чаяли в этой картине и все снова и снова ходили в кинотеатр, смотрели наизусть выученную картину, радовались как в первый раз.
Сюжет о восхождении из ничего к вершинам славы. Джимми, бедный ребенок, выступает с дядей на улицах, зарабатывая на кусок хлеба. Однако мирное существование семьи нарушает инцидент в доме одного богача. После этого Джимми и его мать вынуждены покинуть родной город. Проходят годы. Джимми своим трудом и талантом добивается славы. Встречает он и свою любовь. И надо же случиться, чтобы его девушка оказалась дочерью богача, оскорбившего Джимми и его мать много лет назад. Jimmy, Jimmy, acha, acha, acha. Jimmy, Jimmy, acha, acha, acha. Дангал – это история спортсмена Махавира Сингха Бхагата, который по причине бедности был вынужден бросить спортивную борьбу, но поклялся воспитать сына, который станет в будущем олимпийским чемпионом. Но вот досада, у них с женой родились 4 дочки. Отец сначала отчаялся, но потом, увидев, что подросшие девчонки поколачивают одноклассников, решил все же сделать из них спортсменок. Любящий папа не согласен с мнением общества, что девочки должны заниматься исключительно женскими вещами, и тренер из отца получился отменный. В фильме достоверно отражена жизнь и подготовка спортсмена. Все его тяжелые тренировки, кровь и пот, направленность на результат и стремление к цели. Посмотрев фильм, начинаешь задумываться о выборе, о судьбе человека. В наших ли руках судьба, к чему стремиться и главное зачем? Этот фильм вас точно не оставит равнодушными. Знаете, почему Индия всегда остается без золота? Потому что кресла занимают такие чинуши, как вы. Если хотите, я могу встать. И в печали, и в радости. У богатого бизнесмена и его жены 2 сына, приемный Рахул и родной Рохан. Рахул дружит с Нейной, которая влюблена в него, а отец предполагает поженить их. Но Рахул встречает Анджали, симпатичную девушку, живущую в бедном районе, и влюбляется в нее. Несмотря на данное отцу обещание отказаться от девушки, Рахул тайно женится на ней, чем вызывает гнев и проклятие отца. Рахул покидает родной дом и уезжает в Лондон. Проходит 10 лет. Подросший Рохан, чудом превратившийся из неповоротливого толстяка и обжоры в атлета и красавца, узнает о конфликте между отцом и братом и клянется вернуть брата в семью. Наступит завтра или нет? Действие фильма происходит в Нью-Йорке весной 2003 года. Для Нейны Капур зима продолжается. Зима в сердце, потому что со дня смерти отца вся жизнь ее подчинена бесконечным выяснениям отношений в семье. Забота о сестре и брате, помощь матери Дженнифер, несносный характер бабушки – вот ее жизнь. Вечеринки, забавы и шутки обходят ее стороной. Ей 23 года, но в душе она уже бабушка, серьезная и скучная. Аман Мадхур – свежее дуновение в ее жизни. Он полюбил Нейну, но ей не нравится оптимизм и напористость Амана. Ее улыбка отныне цель жизни Амана, и ради этого он зовет на помощь друга Нейны Рохита. Рохит понимает, что безумно влюбляется в Нейну. Когда кажется, что жизнь заиграла новыми красками, понимаешь, что для некоторых эти мгновения являются последними. Наступит завтра или нет? Непохищенная невеста. Радж и Симран – представители индийской диаспоры, живущие в Лондоне. Ценя свои индийские корни, они получили разное воспитание. Симран выросла в семье пенджабского мигранта, сколотившего небольшой капитал вдали от родины, но преданного своей стране Индии, ее обычаям и традициям. Симран мечтает о встрече с человеком, которого она полюбит и захочет прожить с ним всю оставшуюся жизнь. Ее мать пытается предостеречь дочь, говоря, что ее мечты хорошие, но не стоит слепо верить в то, что они обязательно сбудутся в жизни. Балдев Сингх получает письмо из Индии от старого друга Аджита, который хочет сдержать клятву, которую они дали друг другу 20 лет назад – поженить детей, когда те вырастут. Симран разочарована этой новостью, так как она не хочет выходить замуж за незнакомого человека. В основе фильма старый как мир конфликт поколений, отстаивающих свою правоту. Одни пытаются переступить порог своей новой жизни, а другие норовят закрыть перед ними дверь. Но новое чувство уже растет, оно сдвинулось с мертвой точки, и уже ничто и никто не в силах его остановить. Дорогие друзья, это были все фильмы на сегодня. Какой фильм вас заинтересовал больше всего? Напишите в комментариях.
Также не забудьте поставить данному ролику лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. До встречи!